Сегодня у нас трудная лекция. Тема кватернионные уравнения гидродинамической модели плазмы. План лекции будет следующий. Вначале я напомню кратко из предыдущей лекции уравнение гидродинамики. Затем мы обсудим двухжидкостную модель плазмы и особое внимание уделим вмороженному электромагнитному полю в плазме. Затем выведем кватернионные уравнения для описания плазмы. И в качестве примера разберем звуковые волны в плазме. А далее мы учтем процессы диссипации, которые возможны в плазме. Модель будет такая. Во-первых, мы будем рассматривать полностью ионизованную плазму. Она будет состоять только из двух компонентов – ионов и электронов. Плазма будет нейтральной, то есть количество электронов и ионов будет одинаковым, плазма будет незаряженной. Плазма будет безизлучательной, то есть движение компонент плазмы не будут сопровождаться генерацией электромагнитных волн и выхода их в вакуум. Дальше. Мы не будем учитывать внешние поля на этой стадии. То есть она будет такая свободная плазма. Основная цель наших исследований будет вывод уравнений для звуковых волн в плазме. Итак, на прошлой лекции мы написали систему уравнений, кватернионные уравнения, вот здесь написано, которые эквивалентны системе вот таких уравнений, которые описывают движение вихревых потоков жидкости. Вот, поэтому я не буду останавливаться на значении тех величин, которые мы здесь использовали. Значит, двужидкостная модель плазмы подразумевает следующее, что у нас есть две фактически независимые жидкости, электронная жидкость и ионная жидкость. И в каждой точке пространства определены величины, характеризующие эти две жидкости, то есть скорость ионной электронной компоненты, концентрация, а также вот этот вектор поворота вихревых трубок и их закрученности. Уравнения тогда могут быть записаны в гидродинамической модели в следующем виде. Вот, где индекс альфа принимает значение И или I. Е для электронов и И для ионов. Вот. Здесь S – это скорость звука, она отличается, значит, для ионов и электронов. И все величины содержат индекс альфа. Новое по сравнению с гидродинамикой жидкости здесь то, что в правой части стоит в этом уравнении поле Е. Это сила, которая влияет на электроны, ионы электрическая, а на значит, углы поворота, поворота трубок определяется магнитным полем B. Теперь, значит, эти две жидкости почти независимы. Они фактически не взаимодействуют друг с другом, а взаимодействуют только за счет полей. Поля в плазме, они имеют очень интересную природу. Если плазма спокойная, то есть она не движется, так сказать, ведет себя спокойно, тогда никаких полей нет. В среднем в равновесии концентрация электронов и ионов в каждой точке одинаковая. И если они движутся там медленно как, то скорости у них тоже одинаковые. Таким образом, значит, никаких зарядов не возникает, поскольку концентрация одинаковая, и никаких токов нет, и магнитных полей, соответственно, поскольку электроны и ионы движутся совместно, и заряд у них как бы скомпенсирован. Однако ситуация резко меняется, если у нас есть флуктуации. Любые флуктуации в электронной или ионной подсистеме вызывают появление нескомпенсированных локальных зарядов и локальных токов. Это приводит к тому, что появляются поля, которые на самом деле очень сильно экранируются самой плазмой. И еще следующее обстоятельство. Эти поля, они привязаны к источникам, а источники движутся вместе с потоком плазмы. И поэтому уравнения, описывающие такие поля, они очень специфические. Вот они были предложены в работе, значит, 2021 года, они написаны вот в этой статье, а выглядят они следующим образом. Вот здесь эта система написана. Это фактически как бы уравнение Максвелла, однако тут есть особенности. Скорость распространения флуктуаций вдоль плазмы, она определяется не скоростью света в вакууме, а скоростью звука S. И второе обстоятельство. В этих уравнениях появляются конвективные производные, поскольку эти поля и источники движутся вместе с плазмой. И еще вот здесь параметр
появляется G, который связан с закрученностью вихревых трубок и выражается через равновесную концентрацию и скорость звука. Вот такие вот уравнения. Эти уравнения, значит, уравнения механические движения плазмы и уравнения электромагнитного поля могут быть записаны в кватернионном виде, как обычно. Вот это уравнение для механической части, то есть здесь вот эти наши переменные U, Xi, V и W, а поля определяются вот таким уравнением, где источники представляют из себя вот такое выражение. Еще раз подчеркну, когда концентрации электронов и ионов равны, и скорость у них одинаковые, и закрученность одинаковые, и, значит, углы поворота одинаковые, все у них одинаковые, тогда источники равны нулю, и полей в плазме никаких нет. То есть все поля связаны с флуктуациями всех параметров. И мы, так сказать, будем выводить уравнение для звуковых волн в такой вот плазме. Теперь рассмотрим линейизованную систему уравнений. Если мы пренебрежем конвективной производной, то есть будем малые отклонения от, например, от равновесного состояния смотреть, тогда система уравнений немножко упростится, из них уйдут конвективные производные. И тогда, если мы каждое уравнение умножим, соответственно, здесь на скорость, здесь на параметр U, здесь на параметр W, а здесь на Xi, и сложим потом, то мы получим теорему Пойтинга для плазмы. Вот этот член, это есть плотность энергии, плотность на единицу массы. Этот член есть плотность потока энергии, он такой специфический. Здесь есть вот такие необычные члены. А источниками движения этой энергии являются, значит, поля. Вот такая вот теорема Пойтинга для этого объекта. Теперь рассмотрим линейизованные уравнения более подробно. Удобнее переписать уравнения в более привычных величинах. Мы вот этот U, который связан с энтальпией нашей жидкости, перепишем в терминах концентрации, поскольку именно концентрация определяет нам поля. То есть мы запишем концентрацию и введем параметр G, который уже описывался вместо Xi. Тогда уравнение принимает вот такой вот вид для G и N. N – это концентрация компонент, а G – это, соответственно, их закрученность вихревых трубок в этих компонентах. Значит, теперь в уравнениях, описывающих электромагнитное поле, там тоже есть нелинейный член. Он связан с плотностью тока. Плотность тока равняется концентрации на скорость. И чтобы линейизовать эти уравнения, мы концентрацию возьмем равновесную. То есть равновесная концентрация электронов и ионов электронов равны, и мы ее обозначим n0. Вот и получаем линейизованное уравнение и здесь для полей. Теперь все готово для того, чтобы нам написать уравнение для звуковых волн. Рассмотрим следующую модель. Пусть у нас плазма будет неподвижна, и мы будем рассматривать малые отклонения от равновесия, где все величины вот эти с волной, это есть малые отклонения от равновесия. Значит, вот равновесие определяется тем, что концентрации у них все равны. Тогда для отклонений мы получаем вот такие вот линейизованные уравнения, где все величины представляют собой малые отклонения, значит, малые флуктуации. И для электромагнитного поля тоже вот такое уравнение. Из этих уравнений мы теперь можем получить уравнение для звуковых волн. Действительно, давайте вот посмотрим. Вот давайте мы умножим, значит, возьмем производную по времени вот от этого уравнения, будет d2 по dt в квадрате от n, да? А здесь будет смешанные производные, значит, d по dt и дивергенция. Вот. От этого уравнения возьмем оператор Набла, дивергенцию, скалярный такой оператор сделаем. И тогда, подставляя вот значение, полученное вот это вот d по dt дивергенции v вот сюда, мы получим одно из уравнений. Какое? Поскольку мы здесь брали оператор Набла, скалярный, здесь получится оператор Лапласа, дивергенция ротора будет равна нулю, а дивергенция поля Е мы возьмем вот из этого уравнения. Она будет равна разности концентрации. В результате мы получим вот такое вот уравнение из того, что мы тут рассматривали.
И аналогичные уравнения мы получим для, значит, ионной компоненты и для электронной компоненты. Вот такие. Здесь введены следующие параметры. Это плазменная частота для ионов и плазменная частота для электронов. Они отличаются вот здесь значением массы ионов и массы электронов. Такие величины. Вот такие два уравнения. Эти два уравнения, они завязаны друг с другом. Вы видите вот здесь NE, NI, NE, NI. Поэтому, чтобы их расцепить, мы поступим следующим образом. Мы подействуем вот на это уравнение, на первое, вот таким оператором слева. И тогда мы вот здесь получим то же самое, вот такое же выражение, этот оператор на NE, и подставим сюда, в это уравнение, значит, значение вот второго уравнения. И аналогично поступим со вторым. Тогда мы получим вот такие расцепленные уравнения волновые для концентрации ионов отдельно и для концентрации электронов отдельно. Это уравнение, как видите, четвертого порядка волновые. Совершенно аналогично можно сделать операции с остальными величинами, и тогда мы получим целую систему уравнений для концентраций, для скоростей ионов и электронов, для параметра G и для параметра W. Все эти уравнения можно записать в обобщенном виде, в виде единого уравнения, если мы введем вот такой обобщенный параметр P, который может принимать любые значения вот из такого набора. Тогда обобщенное уравнение запишется следующим образом, с этим параметром P. Вот, и его будем анализировать. Давайте мы рассмотрим решение в виде плоской волны, зависящей от омега и k. И тогда, подставляя это решение в наше уравнение, мы получим вот такое дисперсионное соотношение для наших волн. Оно, так сказать, ну, интересное. Вот решение этого дисперсионного уравнения представлено графически здесь. Значит, при k равном нулю мы имеем два корня, омега равное нулю и омега со звездой, вот такой корень квадратный из суммы квадратов. Далее, у нас есть две асимптоты в этом. Это, значит, связаны со скоростью ионов и со скоростью электронов. И одна кривая, значит, у нас, эта кривая соответствует ионному звуку. Она сначала, значит, идет вот так, а потом приближается к асимптоте, то есть становится ионным звуком. А вторая компонента наших волн, она, значит, вот она начинается вот с этой частоты и постепенно подходит вот к этой асимптоте. Вот такая дисперсионная характеристика у этого уравнения. Теперь поговорим о затухании немного. Вот это наше уравнение кватернионное очень легко позволяет учесть математически процессы затухания в плазме. Процессы затухания могут быть связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, это соударение, так сказать, между электронными ионами, и обозначая частоту соударений эпсилон альфа, различную для разных компонентов плазмы, мы вот такой член будем иметь. А если плазма у нас очень плотная, тогда в этой плазме очень большую роль будут играть процессы диссипации, связанные с внутренним трением, как и в жидкости. Мы их опишем вот таким членом. Мю – это коэффициент вязкости той или иной компоненты на оператор Лапласа. Весь вот этот оператор сложный, большой, мы обозначим как d со шляпкой для компактности записи. Тогда наше уравнение кватернионное перепишет в следующей форме. Вот это оператор d, то есть у нас производная d по dt будет вот так теперь выглядеть, d. А дальше все как обычно. Соответственно, тот же оператор появится и в уравнениях для поля, потому что затухание будет не только в механической системе, но и в электромагнитной системе тоже. У нас электромагнитные поля тоже будут затухать. Вот. Теперь следующее. Когда мы написали исходную систему уравнений, мы неявно, или сказать, молчаливо предполагали, что на электроны действует только электрическое поле, а не магнитное. Однако, на самом деле, на них действует и магнитное поле. Значит, это называется сила Лоренца. Для того, чтобы учесть силу Лоренца в наших уравнениях, мы теперь можем поступить очень просто в своем кватернионном уравнении. Мы заменим вот это уравнение наше. Здесь появится вот такой член со скоростью. И тогда, когда этот член, здесь мы берем единицу, мы получаем наше уравнение, а когда мы учитываем член со скоростью движения компонент, мы получаем
слагаемые, связанные с силой Лоренца. Действительно, смотрите, в первом уравнении получается не только электрическая сила, но и сила Лоренца. И здесь также для параметра W получается магнитная сила и сила Лоренца, связанные с электрическим полем. И еще появляются два источника вот здесь в правой части, связанные со скалярным произведением скорости на соответствующие поля. Вот вывести такие уравнения просто, изначально очень сложно, однако, используя такой кватернионный подход, можно получить вот такое обобщение этих уравнений на случай учета силы Лоренца. Теперь далее. Мы не учитывали внешние поля, но оказывается, что эти внешние поля тоже могут быть учтены достаточно просто в кватернионном уравнении. Каким образом? Мы к нашему уравнению в правой части, вот сюда, должны добавить еще точно такой же член, но только с внешними полями, электрическими и магнитными. В чем разница? Наши поля внутренние, вмороженные, будут описываться уравнениями, похожими на уравнение Максвелла, там, с конвективными производными, которые мы писали. Однако поля в вакууме будут удовлетворять другим уравнениям. Они будут удовлетворять уравнением Максвелла в вакууме. У них источники будут сторонние. Это не внутренние заряды в плазме, а какие-то сторонние заряды. Вот таким образом можно просто учесть внешние поля. Итак, в заключение, да, в рамках гидродинамической двухжидкостной модели плазмы уравнения движений компонент могут быть представлены в кватернионной форме. Это позволяет достаточно просто расширить модель с учетом процессов затухания и внешнего электромагнитного поля. Хочу порекомендовать вам статью, которая была опубликована в журнале «Физика жидкостей» в 2021 году. В ней более подробно изложены все вот эти вот соображения по поводу двухжидкостной гидродинамической модели плазмы. Здесь дана ее ссылка. Также ссылка будет дана в прикрепленном комментарии. Значит, кроме того, подготовлена и принята к печати вот такая статья «Кватернионные уравнения гидродинамической модели значит, двухжидкостной вихревой плазмы». Она еще пока не вышла из печати, она принята и скоро выйдет, наверное, в 2023 году в начале. Однако есть вот ссылка на эту работу, и есть препринт, который уже опубликован, и он полностью соответствует этой работе, его можно читать. Ссылка приведена здесь, и я дам ее тоже в прикрепленном комментарии. Так, если у вас возникнут вопросы или желание обсудить что-то, или покритиковать, высказать критические замечания, то можно написать мне письмо, используя вот этот электронный адрес. Благодарю вас за внимание.